дата Рождества Христова – это тайна на самом деле. Как тайна и год рождения Христа. Уже совершенно понятно, что эта цифра ошибочная. Ошибочная. Вопрос календаря решают сами прихожане на своих собраниях. Далеко не сразу христиане стали отмечать Рождество Христово. Я буду служить Рождество 2 раза. 1 раз по новому стилю, 2 раз по старому стилю. Здравствуйте. Мы с вами на канале День Седьмой, и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Я отвечаю на ваши вопросы, которые получаю на свою электронную почту. Она указана в описании нашего канала. Также на эту почту приходят ваши письма личного содержания, и на них я тоже отвечаю лично. На эту электронную почту вы можете также посылать имена своих близких, за которых я буду молиться. Еще бы я хотел всех поблагодарить за ваше доброе отношение к нашему каналу, за ваши прекрасные комментарии, за ваши лайки, но особенно за ту помощь, которую вы оказываете каналу. Дело в том, что наш канал выходит исключительно благодаря вашей финансовой поддержке, вашим донатам. И ваши донаты вы можете посылать, в описании нашего канала есть номер счета и адреса виртуальных кошельков. Также это указано прямо в самом начале наших комментариев. Я вас очень прошу не оставлять эту поддержку. Она для нас очень и очень важна. Итак, сегодня мы посвящаем наш эфир проблеме церковного календаря. Этой проблемы я не раз касался в наших эфирах, но тем не менее она для очень многих остается важной и серьезной. И вот я получаю письма, в том числе и от священников, которые хотят, чтобы я ответил на этот вопрос. Слава Иисусу Христу! Отец Алексей, меня зовут отец Игорь, я священник Православной Церкви Украины, служу на 2 приходах. Мы с матушкой многодетная семья. Вопрос о православных календарях юлианский, новоюлианский и григорианский, какой из них является правильным? Я знаю вас как священник, всегда слушаю День Седьмой, хочу услышать ваш комментарий относительно православного календаря. Это одно письмо. И есть еще одно письмо, хотя таких писем достаточно много. В городе, в котором я живу, есть православные храмы разных поместных церквей с разными календарями. Пока я не могу выбрать себе приход. По личным причинам. Не могу привыкнуть к священнослужителям и сообществу или в целом немного настороженно отношусь к зарубежному приходу РПЦ. Либо не берусь далеко ездить, либо не готов общаться на незнакомых языках и понимать значительную часть службы, либо опасаюсь, что меня новенького в нашей церкви не причастят, не готового, а я хотел бы дойти до причастия каждую неделю и пошел бы для этого в греческую церковь. Был бы у меня свой приход, не возник бы вопрос. Так получается, что в одно воскресенье у меня служба по юлианскому календарю, а другое по новоюлианскому календарю, а третье по григорианскому. Рождество православные в разных приходах празднуют либо 25 декабря, либо 7 января. А в одном приходе прописаны оба даты, что застало меня совершенно врасплох. Отец Алексей, что вы можете сказать о моей практике посещения служб по разному календарю вперемешку? Вот 2 таких вопроса, которые касаются действительно того, что церковь православная, я уже не говорю о том, что православная и католическая церковь действительно разделены календарным вопросом, но календарный вопрос является еще и важным для понимания в православной церкви, потому что часть православной церкви пользуется старым юлианским календарем, мы это называем старым церковным стилем, а часть православной церкви использует так называемый новоюлианский, практически григорианский календарь, который мы называем новым стилем. Но для того, чтобы поговорить о календарях, давайте с вами немножечко углубимся в историю, чтобы понять вообще, откуда происходит наш церковный календарь, с чем он связан. Итак, юлианский календарь называется юлианским в честь римского императора Юлия Цезаря. Дело в том, что именно Юлий Цезарь, он был действительно человеком выдающимся, как правитель, привел в систему
календарную систему своего античного времени, потому что на самом деле она была очень и очень разнообразна. И Юлий Цезарь использовал для этой календарной своей системы так называемый солнечный египетский календарь, который состоял из 365 дней с дополнительным днем високосные годы. Это египетский календарь, который стал использовать Юлий Цезарь. Год, который стал основным годом для юлианского календаря, был год от основания Рима. Как вы понимаете, дата исторически, в общем, довольно условная. Приблизительно год от основания Рима. И юлианский календарь всегда использовал вот эту отчетную дату от основания Рима или до основания Рима. Так продолжалось в том числе и в уже христианские времена, потому что христианская империя Константина, христианство, которое становится сначала легальной религией, а потом государственной религией Византийской империи, это империя, та же самая Великая Римская империя, продолжающаяся как христианская империя. И поэтому для Византии был естественным календарь от основания Рима до какого-то времени. Сейчас мы с вами пользуемся календарем, который имеет своим основанием Рождество Христово или новая эра, как это было написано в советское время. В старых советских учебниках говорилось до новой эры и с начала новой эры. Вот эта новая эра и есть Рождество Христово. Далеко не сразу христиане стали отмечать Рождество Христово, прежде всего, потому что о дате Рождества Христова нам ничто не говорит в Евангелии. У нас нет никаких точных данных о том, когда родился Христос, какого числа родился Христос, в каком году родился Христос. И тем не менее, у нас есть дата, которую мы отмечаем как дату Рождества Христова, 25 декабря. Что связано с этой датой? С этой датой связано то, что Папа Римский Иоанн I в 525 году поручил скифскому монаху Дионисию Малому составить христианский календарь, который имел бы своим отчетом дату Рождества Христова. Для этого Дионисий Малый, это VI век, должен был вычислить дату, год, в который родился Христос. И вот что произошло. Дионисий Малый действительно составил вот этот календарь нового летоисчисления от Рождества Христова, которым мы с вами пользуемся сейчас. У нас сейчас какой год? 2026 от Рождества Христова. Но оказывается, что Дионисий Малый сделал ошибку в летоисчислении. И весь мир в течение уже многих столетий, уже почти 1500 лет, пользуется неправильным летоисчислением. С чем это связано? В Евангелии и в нехристианских источниках есть несколько мест, которые позволяют нам более точно вычислить год рождения Иисуса Христа. Прежде всего, это смерть иудейского царя Ирода Великого. Эта дата известна. И вот если, например, пользоваться современным календарем от Рождества Христова, то тогда окажется, что Иисус Христос родился через 6 лет после смерти Ирода, что фактически опровергается самим Евангелием. Ведь Рождество Христово по Евангелию от Луки говорит о том, и по Евангелию от Матфея говорит о том, что Рождество Христово произошло до смерти Ирода Великого. Согласно иудейскому историку Иосифу Флавию, Ирод правил до 750 года от основания Рима.
Во-вторых, незадолго до его смерти было лунное затмение. В-третьих, Пасху иудеи праздновали в этом году, когда Ирод был уже в мире ином. Лунное затмение действительно произошло 12-13 марта 750 года от основания Рима. В первый день Пасхи в этот год приходил на 11 апреля. Таким образом, Иисус Христос родился не позднее марта-апреля 4 года до Рождества Христова. Иногда считается, что за 6 лет до Рождества Христова. И в этих 4-6 годах состояла основная ошибка в монаха Дионисия Малого. Фактически мы с вами находимся не в 2026 году, а в 2031 году от Рождества Христова. И то это не точно. Поэтому первое, о чем мы должны сказать, с летоисчислением и с христианским календарем уже существует определенная проблема точности, если мы берем эту цифру от Рождества Христова. Сегодня уже совершенно понятно, что эта цифра ошибочная. Итак, следующая реформа календарная касалась перехода на так называемый Григорианский церковный календарь. Эта реформа была проведена Папой Римским Григорием XIII в 1582 году. И она была связана вот с чем. Юлианский календарь длиннее так называемого тропического, то есть астрономического календаря, примерно на 11 минут 14 секунд. То есть дает смещение на один день за 128 лет. Григорианский календарь длиннее астрономического года только на 27 секунд, то есть он фактически более точный и дает смещение на один день за 3226 лет. И то это примерно, это не точные даты. То есть фактически Григорианский календарь по отношению к астрономическому календарю гораздо более точен, нежели Юлианский календарь. Потому что в течение многих-многих лет, а к 1582 году, день весеннего солнцестояния переместился от фактического на 10 дней. А это очень важно было для исчисления Пасхи. И тогда Папа Римский Григорий XIII придумал совместить новый календарь с астрономическим явлением весеннего солнцестояния. Итак, на сегодняшний день разница между Григорианским календарем и Юлианским календарем составляет 13 дней. И через, 70 лет примерно эта разница увеличится еще на один день. Таким образом, на сегодня мы имеем два церковных календаря, которые использует церковь по разным своим традициям. Но эти два календаря, они связаны еще и с празднованием Пасхи. Дело в том, что христиане до Первого Вселенского собора праздновали Пасху в разные времена. Христиане Малой Азии использовали традицию, которая шла еще от учеников Иоанна Богослова, и праздновали Пасху вместе с иудеями. Они всегда праздновали свою христианскую Пасху в тот же день, когда праздновали Пасху и иудеи. А вот христиане Рима праздновали Пасху иначе. Они праздновали Пасху, и для них очень был важен день весеннего равноденствия и воскресный день, который был после Пасхи иудеев. Они никогда не праздновали Пасху с иудеями. Для них это был важный принципиальный вопрос евангельского последования пасхальных событий. «Не як уже иудеи празднуем, ибо Пасха наша Христос был заклан за нас», поется в песнопениях Страстной недели. И вот, конечно, сама проблема празднования Пасхи в разные времена
была проблемой для единства христиан в первые века. И на Первом Вселенском соборе христиане договорились принять традицию Рима и праздновать Пасху вместе в первое воскресенье после весеннего равноденствия. И эта Пасха не должна быть до иудейской Пасхи или с ней совпадать. Это было такое решение Вселенского собора. И сегодня существует вот эта проблема. И это очень важно и интересно, потому что вот эта проблема уже не в первый раз возникает при встречах патриарха Константинопольского и римского папы. Это было еще с папой Франциском, который говорил о том, что христиане могут договориться и праздновать Пасху вместе в один и тот же день. Потому что сегодня григорианские и юлианские календари дают очень большую разницу в пасхальном праздновании. Иногда празднование Пасхи у католиков и православных совпадает, а иногда оно разделено, иногда даже на месяц. В 26 году православные празднуют Пасху 12 апреля, католики 5 апреля. Но бывает так, что Пасхи совпадают вместе иногда. Вот в этом есть как раз такая особенность двух разных календарей. Почему же Пасхи не совпадают? Да потому что день весеннего равноденствия у празднующих по юлианскому календарю и у празднующих по григорианскому календарю – это разные дни. Это разные дни. Вот в чем все дело. Пасха – праздник подвижный. И поэтому мы не совпадаем друг с другом. И переносим свою Пасху в связи с тем, как мы ориентируемся в том числе на календарь иудейский. А вот католическая церковь не ориентируется на иудейский календарь. И поэтому бывает так, что католическая Пасха празднуется до иудейской Пасхи, а бывает так, что она даже с ней совпадает. Что Первый Вселенский собор не допускает в своем решении. И поэтому на сегодня у нас два таких вот календаря и две пасхалии. И ставится вопрос, чтобы все-таки мы праздновали Пасху вместе. И я надеюсь, что если это будет решено, мы будем праздновать Пасху по юлианской пасхалии, которая логичнее и точнее в данном случае к евангельским событиям, потому что Пасха, это не тот праздник, который должен каким-то образом отвечать на запросы астрономические, потому что это праздник духовный, и он имеет под собой духовное основание. Существует также так называемый новоюлианский календарь, по которому очень многие живут в православной церкви. Греческая православная церковь живет по новоюлианскому календарю. Константинопольский патриархат по новоюлианскому календарю живет, Румынская церковь и многие другие. Это значит, что для неподвижных праздников, я немножечко упрощаю сейчас проблему, потому что на самом деле она немножко сложнее, для неподвижных праздников, такие как Рождество Христово, Крещение Господне, Благовещение, Преображение, используется григорианский новый стиль, а Пасха празднуется в соответствии с юлианской системой исчисления. И таким образом все православные празднуют Пасху в один и тот же день, а вот неподвижные праздники празднуют по-разному. Какой из этих календарей точнее? Астрономически точнее григорианский календарь. Но когда мы говорим о праздновании, например, Рождества Христова, это довольно странно говорить, потому что дата Рождества Христова – это тайна на самом деле, как тайна и год рождения Христа. Почему-то было угодно Господу скрыть от всех нас тайну Его рождения. И поэтому мы не знаем ни года точного, ни времени года точного, ни даты точной, когда родился Христос. 25 декабря, некоторые считают, что 25 декабря было выбрано потому, что в этот день, как раз день зимнего равноденствия, и с этого момента Солнце начинает увеличивать свое пребывание на Земле, солнечный день начинает расти, и поэтому в этот момент в Римской империи были празднования Сатурналий, посвященные как раз Солнцу, или бога Митры, как бога побеждающего Солнца. И христиане ввели празднование Рождества как заместительный праздник, чтобы исключить празднование языческих
Сатурналий из жизни уже христианской Римской империи. Но существует и другая версия, потому что существуют древние христианские писатели, такие, например, как Юлий Африкан, которые уже во II веке называют дату Рождества Христова как 25 декабря. И поэтому вполне возможно, что две вот этих вот традиции и желание вытеснить языческое празднование Солнца, потому что мы с вами слышим в самих песнопениях именование Христа «явился еси солнце правды», как говорим о Христе, как нового солнца восходящего в рождественских службе. Мы видим так, как о Христе, как о солнце говорится. Но, с другой стороны, наверняка это было использовано еще как все-таки то, о чем писали ранние христианские писатели. И поэтому 25 декабря как таковое является, в общем, такой очень известной датой для празднования Рождества Христова. Но эта дата условна. Никаких точных исторических сведений об этом нет. Поэтому для нас не важно, по большому счету, когда и где, то есть в каком месяце и в какое время родился Христос. Главное, что Он воистину родился и воплотился ради нашего спасения. Когда речь идет о праздновании одной церковью по двум разным календарям, в этом смысле нет ничего удивительного и странного. Здесь, где вот я сейчас служу, на Западе, в Париже, православные служат по разным календарям. Причем это касается разных юрисдикций. Некоторые приходы русской православной церкви в Париже используют старый юлианский календарь. Некоторые приходы русской православной церкви в Париже используют новый стиль. И часть православных празднует Рождество 25 декабря, а часть православных празднует 7 января. Я служу в приходе, который использует старый календарь. И мы в нашем приходе Знамени Божией Матери в Париже на бульваре Эксельманс празднуем Рождество по старому стилю 7 января. Но раз в месяц я езжу служить еще в один приход, франкофонный приход в Нормандии, который живет по новому стилю. И в этом году я поеду туда служить Рождество по новому стилю на 25 декабря. Таким образом, я буду служить Рождество 2 раза. Один раз по новому стилю, второй раз по старому стилю. Также я буду служить крещение. Сначала по новому стилю, в одном приходе, потом по старому стилю. Хочу сказать, что в этом нет никакой разницы. И между календарями нет никакой вражды. И довольно странно говорить, что один календарь правильный, а другой календарь неправильный. Один календарь хороший, а другой календарь нехороший. Потому что календари к нашей вере не имеют никакого отношения. Календарь никаким образом не подтверждает, не разрушает нашу веру ни в Рождество Христово, ни в Его светлое воскресенье. Календарь дан нам для удобства. И поэтому какой календарь удобнее, тот календарь и используется церковной общиной. И здесь, да и во многих других местах и в других странах, вопрос календаря решают сами прихожане на своих собраниях. Они собираются и решают, какой календарь удобнее им для богослужения. И сами выбирают, как приход будет праздновать свои праздники. Никто из епископов, никто из священников никогда не противится решению прихода, потому что это нужно прихожанам. И календарь создан для удобства, но не для разделения христиан. Поэтому я не думаю, что проблема разных календарей может стать еще одной причиной для разделения и спора между христианами. Еще раз хочу напомнить, что вы свои вопросы можете присылать мне на мою электронную почту, а я буду отвечать на них в эфире. Или, если это будут письма личного содержания, я каждому отвечу лично. Пожалуйста, вы можете присылать мне на почту также имена ваших близких, за которых я буду молиться. И еще раз обращаюсь к вам с просьбой о вашей помощи. Наш канал живет благодаря вашей поддержке и вашим донатам. Номер счета и адрес электронных кошельков вы можете найти в описании нашего канала. Да, и еще в описании нашего канала есть ссылка на мой телеграм-канал, который называется «Прогулки с отцом Алексеем». Подписывайтесь. Храни вас Господь.
gone.